Снимается, да. Так что подписывайтесь, мои ребята. Всем привет! А сегодня я буду собирать Шерман. Это очередная новинка от Звезды. Она вышла совсем недавно. Это танк, который также поставлялся в Советский Союз по ленд-лизу из США. И если вы хотите также приобрести эту модель, то вы можете зайти в магазин «Модельная лавка» и по этому промокоду получить скидку в 200 рублей на первый заказ. Если вы делаете заказ не первый раз, то по промокоду «Даша» вы можете получить скидку в 10%. Итак, поехали смотреть, как я его собрала. А также подписывайтесь на мои социальные сети, такие как группа ВКонтакте, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Там много интересного контента, которого я не публикую на YouTube. Начала я со сборки ходовой части Шермана, и, как мне кажется, это наиболее логично собирать модель именно так, хотя Звезда в своих инструкциях упорно заставляет начинать со сборки башни. Ходовая часть тут очень сильно напоминает такую же, что и у других Шерманах, которые я уже собирала. И напоминаю, что это уже третий по счету мой Шерман. Сборку и окраску Шермана с 75-миллиметровой пушкой ищи по ссылке в описании. А также я собрала модель Шермана в 72-м масштабе, и видео тоже есть на канале. Потом я собрала корпус танка. Кстати, по традиции сборка модели от Звезды проходит легко и ненапряжно. Модель этого Шермана не исключение. Сборка всей модели заняла у меня буквально 2 вечера. Корпус у этой версии танка сварной. Из этого набора можно собрать буквально 2 версии Шермана с 76-миллиметровой пушкой, ранней и поздней. И они отличаются друг от друга формой люка заряжающего на крыше башни и наличием дульного тормоза. Ну а так выглядит модель вместе с башней, полностью собранная. Траки я не собирала, так как буду окрашивать их отдельно от танка, так как я делала это с трактором СТЗ-5, который я собирала пару недель назад. Траки у Шермана больше аналогичных деталей, чем у СТЗ, так что проблем не будет при таком подходе. А еще траки полунаборные, это еще больше облегчит задачу. После обезжиривания в мыльной воде я загрунтую модель Шермана желтым грунтом из баллончика от АМО. И желательно применять этот грунт в проветриваемых помещениях или в окрасочной камере. И характерная особенность этой грунтовки – это то, что с ней невозможно залить модель до потеков краски. Очень удобно. И не надо опять приписывать этот Шерман Брэду Питту. Так происходит практически с каждым Шерманом, который я строю. У Брэда Питта он был хоть и длинноствольный Шерман, но у него была другая подвеска. В обиходе американские солдаты называли его Easy 8, удобная восьмерка, поскольку официальный индекс Шермана Брэда Питта именуется как М4А3Е8, а я собираю Шермана модификации М4А2. А пока сохнет грунт, я покрашу траки в черный цвет, и крашу их я прямо на кусочках литника. Шерман у меня не простой, а можно сказать легендарный. Я буду делать тот образец, что попался в объективы фотоаппарата Уильяма Полсона. Эти фотографии сделаны где-то под Таргау, в то время, когда там в конце апреля 1945 года встретились советские и американские войска. А вот после грунтовки я нашла большую проблему. Верхний лист башни не очень хорошо прилегает к ее боковым частям, и там образуется очень некрасивая щель, и мне пришлось ее зашпаклевать. После зачистки шпаклевки я снова грунтую башню. После грунтовки я принялась за окраску танка в основной цвет, но перед такими работами я нанесу немножко пришейдинга в труднодоступные места танка и на нижние поверхности, чтобы создать искусственные тени. И делаю я это акриловыми красками от фирмы АМО, а точнее черной матовой краской. На снимке американский танк М4А2 Шерман, входящий в отдельный танковый батальон 58-й гвардейской дивизии, либо в 104-й гвардейский танковый полк майора Неверова, который в районе Ленца также форсировал Эльбу и встретился с американцами. Танк не новый, на нем люки у стрелка и у водителя откидываются наружу. Бывало так, что при повороте башни люк, задетый орудием, падал на голову механика-водителя, поэтому их позже стали делать сдвижными. На фото вместе с танком пехотинцы. Танк вполне себе обжит для дальнего похода. Тут тебе и ведра, и бревнышко, и место для пехоты застелено шинелями. Из смешного виден чемоданчик, явно набитый трофеями, а у лейтенанта справа кортик в ножнах на ремне. И это явно не уставная вещь, где-то она позаимствована.
После пришейдинга я уже наношу американский зеленый цвет или Olive Drab. Тут в ход идут также акрилы от Amo. Таким цветом я уже окрашивала свой первый Sherman, который собирала уже более 1,5 лет назад на своем канале. И свой недавний Sherman в 72 масштабе. И видите, одной баночки хватило как раз на 3 модели. И там осталось прям совсем чуть-чуть. У танка хорошее 76 миллиметровое орудие, которое было лучше, чем у Т-34. Этот Шерман, названный так в честь американского генерала времен Гражданской войны Уильяма Шермана, вообще очень неплохой танк. Американцы за время войны собрали их почти 50 тысяч. И это самый массовый американский танк в истории. У него были свои недостатки, но наши танкисты любили Шерманы и называли их ласково М-чами от М4. Они были гораздо комфортнее, выносливее, боеспособнее, чем Т-34. Вот что пишет о танке Дмитрий Федорович Лоза. Шерман был очень хорошо принят танкистами Красной Армии. Плавность хода танка позволяла использовать танк с пехотным десантом на броне для борьбы с гранатометчиками. 6-8 красноармейцев, привязав себя брючными ремнями к броне, вели огонь по движущейся цели в радиусе от 100-150 метров от движущегося танка. На Т-34 из-за сильной ходовой тряски держаться на броне было практически невозможно. Еще один большой плюс Шермана заключался в подзарядке аккумуляторов. На нашей Т-34 для зарядки аккумулятора нужно было гонять двигатель на полную мощность, на все 500 лошадей. У Шермана в боевом отделении стоял зарядный бензиновый мотоблок, маленький, как мотоциклетный. Завел его, и он тебе зарядил аккумулятор. У Шермана была резиново-металлическая гусеница. Это большой плюс. Во-первых, у такой гусеницы срок службы вдвое больше обычной стальной гусеницы. Боюсь ошибиться, но, по-моему, срок службы траков Т-34 был 2500 километров, а срок службы траков у Шермана был свыше 5000 километров. И, во-вторых, Шерман по шоссе идет как автомобиль, а наш Т-34 так громыхает, что его за черт знает сколько километров было слышно. А потом я добавила немного белого и желтого в основной Olive Drab, и таким цветом делаю высветление верхних поверхностей танка. А теперь настало время ручной работы, и я решила в этот раз красить шансовый инструмент прямо на модели. В своем первом Шермане я красила лопаты и топоры отдельно от модели, и мне это показалось неудобным. А как вам удобнее, решайте сами. Мне предстоит окрасить помимо шансового инструмента трос, запасные траки на корме танка, ствол курсового пулемета и зенитный пулемет на башне. Шерман изнутри был очень хорошо выкрашен. Хорошо не то слово, прекрасно. Для нас тогда это было нечто. Как сейчас говорят, евроремонт. Это была какая-то евроквартира. Во-первых, прекрасно покрашено. Во-вторых, сиденья удобные и обтянуты были каким-то замечательным особым кожзаменителем. Если танк твой подбило, то стоило было буквально на несколько минут оставить танк без присмотра, так пехота весь кожзаменитель обрезала. Все потому, что из него шили замечательные сапоги. Просто загляденье. Надо сказать, что качество радиостанции на танках Шерман вызывало зависть у танкистов, воевавших на наших танках, да не только у них, но и у других родов войск. Мы даже позволяли себе делать подарки радиостанциями, которые воспринимались как царские, в первую очередь нашими артиллеристами. К этому еще можно добавить, что к каждому Шерману американцы прикладывали роскошный набор комбинезонов с теплыми кожаными куртками и шлемофонами. В танке, между прочим, была установлена еще и кофеварка. Куртки, правда, также воровали почем зря, еще на пунктах приема техники по ленд-лизу, на перегонах. А вот тут я окрашиваю резиновые бандажи катков. Это, наверное, самый сложный момент в работе над этой моделью.
А вот тут я окрашиваю стоп-сигналы Шермана. А что, ведь Шерман также участник дорожного движения. А также я окрашу триплексы приборов наблюдения в прозрачно-синий цвет. А вот теперь я хочу нанести немножко сколов, и делаю я это привычным для меня способом при помощи губки. Я макаю губку в цвет под названием «Сколы бурые» от Pacific 88. Слегка протираю губку об салфетку и тычковыми движениями наношу эти самые сколы. Также светло-зеленой краской я хочу нанести сколы до более ранних слоев базовой краски, и делаю я это таким же способом при помощи губки. А вот тут я наношу глянцевый лак для последующего нанесения смывки и декалей. Наношу коричневую смывку на танк, и для зеленого цвета я рекомендую делать именно коричневую смывку. Излишки смывки я по традиции стираю White Spirit от Major Models. Обратите внимание, что модель я закрепила на свою любимую танкодержалку. Внутри Шермана магнит и на держалке тоже, и таким образом модель хорошо крепится к держателю. А после того, как смывка высохла, я наношу декали, и у этой модели их очень много. Начну я с бортового номера, который размещается на башне. Также перенесу на борта инструкции, которые писались на бортах танка. Видимо, большие плоскости на бортах как будто бы были созданы для этого. А на одной из надписей видно, что Шерман предназначался для СССР. Самая заметная надпись на моем Шермане — это цитата Суворова: «Русские прусских всегда бивали».
Перед установкой гусениц придам им железный вид при помощи красок Dry Brush от Amo, то есть красок, которые предназначаются для метода сухая кисть. И закреплю результаты моей работы матовым лаком и заодно уберу ненужный блеск танку. А вот тут я снова использую метод сухой кисти, но уже для выделения рельефа танка. Я для этого использую масляные краски, болотную, зеленую, белую я смешиваю примерно 1 к 1. Для усложнения цвета моего танка я применю метод масляных точек. И в ход идут масляные краски разных оттенков от серого и немножко зеленого и чуть-чуть белых. И растушевываю я точки White Spirit. Итак, мой третий Шерман готов, и так как он третий, он получился еще лучше, чем предыдущий, и я думаю, что к следующему Шерману мое искусство подрастет еще больше. В общем, спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.